Невозможное возможно. Открытый бой между Зеленским и Трампом. Кто кого растоптал, что заявляют в Европе, России и в США. Уйдет ли президент Украины со своего поста? И о чем говорят в Киеве после публичного скандала, которого Америка прежде не видела. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Итак, несомненно, топ-новость последних суток – это срыв подписания соглашения между Украиной и США. Масштабный скандал, провал, превселюдный бой, шоу в прямом эфире, заготовленная провокация, унижение Зеленского, пощечина Трампу, сговор американцев. Именно так о вчерашней перепалке в овальном кабинете пишет мировая пресса. Скандал разразился после слов вице-президента США Джей Ди Венса, которого считают следующим президентом Америки. Он заявил Зеленскому, что огонь способна остановить дипломатия. Зеленский был в корне с этим не согласен и напомнил, что Украина заключала режимы тишины и перемирия с Путиным неоднократно, и все эти договоренности были сорваны российской стороной. Он оккупировал наши территории, большие части Украины, восточные области и Крым. Он оккупировал их в 2014 году. На протяжении многих лет. Я говорю не только о Байдене. Тогда был президент Обама, потом Трамп, потом Байден, теперь снова Трамп, и, даст Бог, теперь Трамп его остановит. Но в 2014 году никто его не остановил. Он просто пришел и забрал. Он убивал людей. Вы знаете, когда начался конфликт? В 2015-м. В 2014-м. В 2014 году. Да, в 2014-м. Меня здесь тогда не было. Вот именно. Да. Но с 2014 по 2022 год ситуация была одинаковой. Люди умирали на линии фронта. Никто его не остановил. Мы показали лишь маленький фрагмент. Полная версия длится около 20 минут. По информации источников CNN, после того, как завершилась эта публичная часть встречи Трампа и Зеленского, американский президент вместе с советниками ушел в отдельную комнату. Он провел консультации с Венсом, государственным секретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и другими советниками. Именно тогда, когда Трамп окончательно решил, что Зеленский не в том месте, чтобы вести переговоры, пишет CNN, он и поручил Рубио, а также советнику по национальной безопасности Майку Уолтсу передать сообщение, что украинский президент должен уехать. Буквально на прошлой неделе Зеленский заявлял, что передал спецпосланнику Трампа Киту Келлогу отчет о том, что в период с 2014 года Россия более 25 раз срывала режим прекращения огня. Тем не менее, для нынешней администрации это не стало аргументом. Зеленский в первые часы после случившегося поблагодарил Трампа и США за помощь. Об этом написал в своем твиттере. Дональд Трамп-младший в своих соцсетях написал о перепалке отца с Зеленским, что именно так выглядит лидерство, и Америка устала от того, что ее используют. Сам же Трамп заявил, что президент Украины пока не готов к миру. Белый дом выпустил официальное заявление, в котором содержалась часть материалов из западной прессы и фрагменты интервью разного времени. Давайте послушаем. Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию Соединенных Штатов в мире и никогда не позволит использовать американский народ в своих интересах. Согласно ноябрьскому опросу Gallup, более половины, 52%, украинцев хотят скорейшего окончания войны и считают, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир. С тех пор, как в Украине было объявлено военное положение, 1 050 000 украинцев были призваны на военную службу. В октябре 2024 года Украина объявила, что призовет еще 160 000 человек, в результате чего общее число призванных украинцев достигнет 1 160 050 человек. Средний возраст украинских военнослужащих составляет 43 года.
Практически все европейские лидеры выразили слова поддержки Зеленскому. «Мы с Украиной как никогда. Время для Европы активизировать свои усилия», написал президент Чехии Петр Павел. «Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне», считает Фридрих Мерц из Германии. Шольц говорит, что Украина может положиться на Берлин и Европу. МИД Франции заявил, что время разговоров закончилось, пришло время действовать. Бильд при этом пишет, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс – худшие президент и вице-президент Америки. Financial Times считает, что Джей Ди Венс и Трамп готовились даже к этой ссоре и спровоцировали ее, чтобы Зеленский оказался в еще более слабой позиции на будущих переговорах. Кто-то спросит, почему тебя волнуют украинские и российские солдаты? Я забочусь о них. Я забочусь обо всех. А мы этого не делаем. Если мы ничего не предпримем, ему придется заключить мир. Но у него на руках очень слабые карты. Если мы подпишем соглашение, у него будут очень сильные карты, и тогда он не захочет мира. Вот где мы находимся. Все просто. Я не хочу затягивать этот процесс. Я хочу немедленного мира. Президент Путин захочет заключить мир, и он хочет этого. Спустя несколько часов после скандала Зеленский вышел к микрофону и в эфире американского телеканала сказал следующее. Давайте послушаем. Я сказал, что мы должны подписать этот документ, и мы готовы к этому. И это будет первым шагом к гарантиям безопасности, но этого недостаточно. Я так думаю. Может быть, я чего-то не знаю. Я не знаю некоторых деталей. Вот почему я хотел поделиться этим с президентом, своими мыслями, и услышать его еще раз, потому что у него есть план, как остановить Путина. И, возможно, как я уже сказал, возможно, это не для серьезных разговоров, но мы должны поделиться этим. Я думаю, что такого рода размолвки, я имею в виду, то, что у нас произошло сегодня, это в любом случае нехорошо для обеих сторон. И меня это беспокоит, но я не могу, знаете ли, изменить наше украинское отношение к России. И я не хочу, чтобы они убивали нас из-за нас самих. Знаете, совершенно очевидно, что американцы — наши лучшие друзья. Европейцы — наши лучшие друзья. А Путин с Россией — враги. И это не значит, что мы не хотим мира. Мы просто хотим признать реальность, реальную ситуацию. Кроме того, западная пресса пишет, что после тех событий, которые произошли в овальном кабинете, в выигрыше остался Путин. В МИД РФ задались вопросом, как это Трамп и Венс не ударили Зеленского. Медведев назвал события выволочкой и призвал лишить Украину военной помощи. Тем временем помощник Зеленского, который также стал свидетелем перепалки, сделал заявление: «Украина — это не просто точка на карте». Безопасность — это не просто слово. Это жизнь. Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим. Без реальных гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар. Президент борется за нашу страну, за каждого, кто защищает справедливый и долговременный мир. Поддерживаю президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка. Мы благодарны тем, кто рядом. Тем, кто понимает, что Украина — это не просто точка на карте. Это Минастирит, который держит мир от зла. Мы очень благодарим весь американский народ за поддержку. Она приближает день, когда война станет лишь воспоминанием. Американский сенатор Линдси Грэм, который неоднократно поддерживал Зеленского и в свое время говорил о перспективе Украины в НАТО, после случившегося заявил, что президенту Украины необходимо сложить полномочия либо извиниться. Событие он назвал катастрофой и считает, что Зеленский не деловой партнер для американцев. Это абсолютная катастрофа. Вопрос для меня в том, можно ли его оправдать в глазах американцев. Большинство американцев, ставших свидетелями того, что они увидели сегодня, не хотели бы, чтобы Зеленский был их деловым партнером, в том числе и я, а я был в Украине 9 раз с начала войны. Я встречался с ним сегодня утром. Президент Трамп, с которым я разговаривал вчера вечером, был настроен оптимистично по поводу сделки.
Я никогда так не гордился президентом Трампом за то, что он показал американскому народу во всем мире, что с этим человеком шутки плохи. Он был очень позитивен, он был очень оптимистичен. Он хотел добиться прекращения огня, он хотел положить конец войне, и Зеленский чувствовал, что ему нужно заманить Трампа в овальный кабинет. Джейди был великолепен. В течение сегодняшнего дня, несомненно, будет еще большое количество заявлений. Как это отразится на дальнейшей помощи Украины? Что будет с Зеленским? Подпишут ли США и Украина соглашение о редкоземельных металлах, которые, кстати, очень нужны Вашингтону? И какой будет реакция Москвы на происходящее? Есть ли у вас сейчас ответы на эти вопросы? Делитесь своими мыслями в комментариях. За кого вы в этой ситуации? За Трампа или за Зеленского? Или же оба были неправы в своих заявлениях? Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если что-то упустили, переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, расскажите об этом канале своим друзьям. Хотите помочь? Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи, друзья.